Всем привет! Вы на канале Кэт Рукодельница, и сегодня я вам расскажу о методе провязывания резинки 1 на 1, при котором она будет всегда получаться ровной, красивой, идеальной. Она при этом будет более плотной, более упругой. И благодаря такому способу она будет меньше подвержена деформациям и растяжению. Резиночка будет получаться односторонней. С изнаночной стороны она будет выглядеть как обычная резинка 1 на 1. Такую резиночку можно использовать также при вязании любых вещей, например, для планок или для манжетов, как на кофточках, так и на варежках и на носочках. Потому что вязать такую резиночку мы можем и в круговую. И в сегодняшнем уроке я покажу, как вязать такую резиночку и в круговую, и поворотными рядами. Посмотрите, как она отличается от обычной резинки 1 на 1. Вот эти обе резинки провязанные одинаковой пряжей и одинаковым номером спиц. Посмотрите, на этой резинке лицевые дорожки выглядят более крупными и более аккуратными. Также при растяжении, посмотрите, обычная резинка, она выглядит такой более рыхлой, дырявой, в отличие от вот этой вот резинки. И лицевые, конечно, дорожки намного ровнее и аккуратнее смотрятся. Для вязания узора набираем нечетное количество петель плюс 2 кромочные. Первую кромочную снимаем. Начинаем вязание с изнаночного ряда. И первую петлю я провязываю изнаночной. Затем лицевая, то есть первый ряд, он вяжется как у обычной резинки 1 на 1. Одна лицевая, одна изнаночная. И заканчиваем также изнаночной петлей и кромочная. Разворачиваем вязание. Приступаем к вязанию второго ряда. Кромочную я снимаю. И теперь в лицевом ряду лицевую петлю мы переснимаем не провязанной, нить за работой. Вот сейчас у меня идет лицевая петля, я ее снимаю, нить за работой. Изнаночную вяжем изнаночной. Лицевую снимаю, нить за работой, изнаночную провязываю. И так весь ряд до конца. И остается кромочная петля. Разворачиваем вязание и начинаем уже повторять с первого ряда. То есть все изнаночные ряды мы вяжем как обычная резинка 1 на 1. И первую петлю, она снятая у меня в том ряду, я ее вяжу изнаночной. Только при провязывании следите. Вот она у меня лежит так, что я ее должна провязывать, подхватывая за заднюю стенку. Потому что если я ее возьму за переднюю стенку, петля будет скрещенной. То есть петля не должна перекрутиться. Изнаночная, лицевая. И так провязываю весь ряд до конца, как обычную резинку 1 на 1. И таким образом мы чередуем постоянно 2 ряда. Изнаночный вяжем как обычную резинку 1 на 1, а в лицевых рядах все лицевые петли переснимаем не провязанными, нить за работой. И так чередуем до необходимой высоты резинки. При вязании по кругу набираем также нечетное количество петель, распределяем их на спицы. Замыкаем вязание в круг следующим образом. Снимаем последнюю набранную петлю, надеваем ее на спицу. Самую первую набранную петлю накидываем на последнюю. И первый ряд мы точно так же вяжем самую обычную резинку 1 на 1, начиная я с лицевой петли.
Чтобы в переходах между спицами резинка не была растянутой, вяжите так, чтобы последняя петля на спице была изнаночной. Вяжем весь ряд до конца резинкой 1 на 1. Я выполнила первый ряд. Приступаем к вязанию второго ряда. И здесь мы точно так же лицевые петли будем снимать не провязанными нить за работой. А изнаночную вяжем изнаночной. Также смотрите, чтобы изнаночная не была скрещенной. Я ее вяжу за заднюю стену. Лицевую снимаю не провязанной нить за работой. Изнаночную провязываю. Таким образом выполняем весь ряд до конца. Я выполнила ряд до конца, и дальше мы начинаем повторять первый ряд, то есть вновь вяжем обычную резинку 1 на 1. И таким образом будем чередовать. Все нечетные ряды будем вязать резинкой 1 на 1. Во всех четных рядах будем лицевую снимать нить за работой, а изнаночную провязывать. Вяжем резинку 1 на 1. На этом у меня все. Если вам этот метод показался интересным, то ставьте лайк, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Всем пока-пока!